Привет! Сегодня поговорим на очень важную тему, а именно концентрация. Концентрация важна не только в жизни, но и в танцах. Как вы понимаете, танцоры без этого навыка никуда. К сожалению, в процессе обучения мало кто из преподавателей обращает внимание на то, как мы воспринимаем информацию и как распределяется внимание. Техники обучения, проучиванию связок уделяется много внимания, проучиванию танцев много внимания, а вот на процессе управления почему-то многие не заостряются, хотя в этом корень зла и корень успеха тоже в этом. Сегодня я очень хочу с вами поделиться основными теоретическими моментами. Я надеюсь, что вы это все пропустите через себя и будете прикладывать к себе, возьмете в практику. Очень-очень это вам поможет улучшить технику и, в принципе, самочувствие в процессе исполнения, в процессе танцевальной жизни своей. Итак, что такое концентрация? Концентрация это сбор удержания внимания в одной точке на протяжении какого-то отрезка времени. Ну, скажем, если мы с вами делаем качалку бедрами, то мы концентрируемся на бедрах своим вниманием, да, и воспроизводим качающее движение. И вот в процессе того отрезка времени, на протяжении которого делается это движение, мы удерживаем свое внимание там. То есть наша мысль, как минимум, не убегает никуда. Она сконцентрирована здесь и сейчас, в качалке и в бедрах. Мы не думаем о птичках, не думаем о том, что нам нужно сварить суп, не думаем о том, как я выгляжу, получается мне или не получается. То есть все вот эти вот лишние мысли, они мешают, они забирают внимание. Нам нужно внимание с вами сохранять там, тогда будет стопроцентная концентрация. Вот это представляет собой пребольшую сложность. Как правило, через несколько секунд мозг начинает улетать. Мы должны все время поддерживать его на вот этой вот волне. Делать это достаточно сложно, поэтому стоит концентрации именно в себе развивать как навык, то есть ей обучаются. Это не то, с чем мы рождаемся, к сожалению, большому, но это то, что мы можем в процессе наработать, да, с вот постоянной практикой. Упражнения я вам обязательно покажу. До того, как у нас начнется с вами основной курс, я очень вам рекомендую пройти вот этот дополнительный курс предподготовки перед тем, как вы начнете изучать базу, чтобы когда вы уже окунулись в процесс техники, в процесс практики самих упражнений по нашей теме, чтобы у вас базовый навык концентрирования был уже сформирован, ну или хотя бы наметки были, да, тогда информация будет усваиваться лучше в тело, вы будете лучше себя слышать, больше впитывать, ну и, соответственно, результаты будут, естественно, лучше. Вернемся к концентрации. Первое – это мысли, да, которые мы должны уметь раздвигать мысли и вкладывать на это место ощущения. Здесь же получается такой, как бы вакуум, что ли. То есть, если у меня есть пустое пространство в голове, мне нужно его чем-то заполнить. Значит, туда начинают лезть вот эти вот все мысли. И ни о чем не думать в процессе движения, это как бы, либо ты думаешь о движении, как ты можешь думать о движении, когда ты его делаешь? Мы либо думаем, либо делаем, да, как правило, либо одно, либо другое. Поэтому здесь такой вот вопрос, он с одной стороны философский, с другой стороны прикладной. Мы заменяем мысль на ощущение. Это тоже такой важный навык, который, я вам дам упражнение, который нужно в себе, выработать, да, это не то, что сразу приходит, это все со временем вырабатывается. Вместо мысли мы помещаем ощущение.
у вас же приходит все равно какое-то ощущение в процессе исполнения движения. То есть либо вы прикладываете силу и чувствуете, как у вас там, допустим, ту же самую качалку возьмем, ходят косточки. И вот нужно концентрироваться на том ощущении, которое есть при исполнении движения. Не стараться думать правильно, неправильно, красиво или что-то, а концентрироваться и ловить ощущения. И этот уровень ощущения в теле поддерживать от начала и до конца. Можно так сказать, что навык концентрации – это такая философско-теоретическая надстройка, да, но реализуется это в практике именно так. То есть не мысль о бедрах, не там удержание в голове чего-то там, да, вот вы можете представить образ, но дальше должен включаться именно вот этот телесный интеллект, телесное восприятие, ощущение, уровень ощущений. И ощущение должно быть настолько сильное, чтобы вытеснять все мысли. А это именно вот 100%. Если у вас 100% сосредоточение на той зоне, которая исполняет движение, и на процессе исполнения движения, тогда мыслей лишних быть просто не может. Потому что, а куда? Им там и так заполнена коробочка, все. И здесь мы убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы концентрированы на движении, на исполнении, и это очень видно визуально. И с другой стороны, мы выдаем свои 100%, то есть нет ощущения недоделанности, каких-то вот этих шероховатостей внутри себя, когда я не знаю, хорошо или плохо, а красиво или некрасиво, получается у меня или нет. Здесь выходит так, что вы заполняете пространство на все те 100%, то есть выкладываетесь на 100%, и значит результат у вас на данный момент 100%. А коли так, то плохим он быть не может, некрасивым он быть не может, в этом я вас уверяю. Первое, про что мы поговорили, это мысли и эмоции, да, вот такой вот, так сказать, надстроечный верхний план. Теперь давайте посмотрим, что у нас по телу. Куда еще может уходить внимание? Почему концентрация не 100%, не получается? Обычно и, как правило, говорят танцору: держи спину. Вот ты делаешь движение, держи спину, держи корпус, да, все, вот это вот. И здесь такая штука получается, что если тело не подготовленное, то есть сам по себе не держится корпус, сама по себе не держится спина, туда нужно также помещать внимание. Оно мыслится для тела как тяжело, как что-то тяжелое, что-то требующее большого количества внимания. И получается, что когда мы вынуждены держать корпус, но при этом делать какое-то движение, наши 100% из этого движения распределяются еще на те части, которые мы вынуждены поддерживать. Это позиция корпуса, это руки, возможно, какие-то дополнительные движения, это удержание головы, то есть мелкие вот эти штуки. Вот представьте, давайте возьмем с вами качалку, попробуйте сделать качалку просто и поместить туда все свои 100%, не задумываясь о том, как у нас с вами держится спина, голова, руки и тому подобные вещи. И попробуем сделать качалку с заданием держать ровно спину, поддерживать осаженными лопатки внизу, правильно выстроить положение рук, не делать лишних движений кистями, вытянуть шею, макушку вверх. И скажем все. Вот я назвала 5 пунктов. Это 4, по-моему, да? Это помимо основного движения. 4 пункта. Так теперь наши 100%, которые были в этом движении, мы должны распределить на целых аж 5. И вы представляете, в лучшем случае, если мы равно распределяем, у нас получается по 20%. То есть мое движение стало меньше и меньше амплитуды в 5 раз. В 5 раз меньше внимания, значит в 5 раз ухудшилось,
визуальная составляющая, да, и мое внутреннее самочувствие, потому что мне нужно все это держать. Мне нужно распределить каким-то образом в мозгу вот это вот внимание точечно и наблюдать, как бы сразу поддерживать процессы и там, и там, и там, и там, и там. Но это сложно. Это действительно сложно. Сложно, но можно. Для этого, дорогие мои, существуют тренажи. Вот, очень мне прискорбно, что танцовщицы, исполнительницы белли-данс в основном тренажами-то и не занимаются. У нас, как правило, с вами групповые занятия, на которых мы разучиваем технику связки, какие-то такие моменты, да, плюс индивидуальные занятия, та же самая индивидуальная, возможно, техника и сольные постановки. А вот тренажами, подготовкой тела не занимаются. И это очень большое упущение. Почему? Потому что здесь как раз хорошо бы поставить на рельсы тело, то есть привести его в такую форму, чтобы сама постановка корпуса была автоматической. И когда это будет автоматом прямые плечи, автоматом вытянутые руки, правильное положение кистей головы и тому подобное, у вас не будет уходить много внимания туда. То есть не нужно будет это поддерживать. Да, какой-то процент мы откладываем на то, что мы удерживаем корпус, но если это тренированное тело, а мышечную память никто у нас с вами не отменял, вот, и тут там не будет 20%. Иногда же ведь получается так, что обратная картина, мы делаем восьмерку, все хорошо. Как только нам нужно в танце поставить корпус, плечи, шею, голову, там все. И автоматом 60% уходит раз только на то, чтобы поддерживать вот эту конструкцию. И я превратилась в оловянного солдата, я не могу даже восьмерку делать, потому что очень большой процент туда уходит. И, естественно, поддерживать это сложно. В течение долгого времени поддерживать это сложно. Приходится, снижать уровень техники. И, долго все равно не получается на неподготовленное тело выдерживать вот эту вот, да, ровность саму по себе. Поэтому тренажи наше все. Когда вы ставите тело, тогда все получается. Вы можете сконцентрироваться на процессе исполнения самого движения. Не на том, чтобы там поддерживать все и сразу, а откладывайте 5-10% на поддержание корпуса, да, но это не сильно вас затрагивает. И можете уже концентрироваться на других аспектах, концентрироваться на тех местах, которыми есть и реализуется движение. Выделять движение, какую-то эмоцию давать, то есть уже работать абсолютно по-другому, другими вещами. Поэтому первое, что мы с вами делаем до начала основного курса, это выполняем упражнения, которые будут помогать вам вырабатывать навык концентрации, то есть ощущение управления разными частями своего тела. Это не просто статические упражнения, как мы привыкли их видеть на группах, да, для разработки, как же это называется, слово, подскажите, пожалуйста, координации, разделения, как же оно? Изоляции, вот, для изоляции. Нет. Мы делаем специальный комплекс упражнений, который учит нас давать импульс из мозга в определенную часть тела, ощущать ее, ловить именно, да, вот эти ощущения, так с каждой частью тела. И затем мы будем пробовать составлять это в комбинации, то есть одновременно удерживать что-то и двигать чем-то.
То есть усложнять таким образом, вот накручивать цепочку, но тем не менее, да, чтобы мы понимали, где находится наше внимание, где находится наша точка приложения усилий, и какой процент распределения внимания у нас идет на удержание и на, да, и на движение, где основная точка приложения усилий, я больше делаю акцент на удержании, и здесь у меня такой второстепенный эффект, либо наоборот, я удерживаю, да, ну, в каком-то определенном положении, но основное у меня идет эффект на движение. Это все большая разница, и это прежде всего голова, мозги. Кстати говоря, исполнители, танцоры считаются существами с самым сложным устройством мозга. Это действительно так, потому что в процессе исполнения движения, особенно сценического исполнения, там такое в голове творится, ого-го. Любой ботаник просто на уши встанет, дыбом волосы поднимутся, потому что это действительно сложно, сразу много факторов учитывать и обрабатывать эту информацию, давать импульсы разным частям тела, выдавать. Ну, в общем, короче, мы с вами супергении. Супергении, но мы не останавливаемся на своей гениальности, которая у нас есть уже. Мы развиваемся дальше. Значит, еще раз. Первое. Комплекс упражнений на концентрацию. Пожалуйста, делайте обязательно до того, как начнется основной курс. Дальше мы уясняем то, что техника – это техника, а тренаж, да, то есть развитие данных – это развитие данных. Это две разные ветки, как бы два разных течения. Там, где у нас с вами идет техника, мы разучиваем основы исполнения движения. Там, где у нас идет тренаж, развитие данных, мы не работаем над конкретным движением, мы с вами работаем над развитием телесных навыков определенных, которые будут формировать наше тело, положение его в пространстве, и делать это автоматически, то есть, да, так, чтобы мы не задумывались в процессе, какая у нас спина, там, какие у нас руки, чтобы мы раз сразу и винтик в пазик, все правильно встало, и мы не тратим много сил на поддержание штанов, попросту говоря, на поддержание этого корпуса, чтобы он у нас был сразу тот, который нужен. Разработка с подвижностью суставов, растяжка, все это входит именно сюда, в развитие данных, тренажи. Почему? Потому что все это факторы, которые напрямую влияют на освоение техники. Когда вы головой понимаете, и когда вы можете, ну, технические, механические движения повторить, механически, то есть вот как оно должно, допустим, это восьмерка двигаться, да, вот механикой. Я поняла головой, я механикой повторяю, но за счет того, что у меня не растянуты бока, скажем, не налажена связь между пяткой и тазобедренным суставом, не развита сила стопы, я не чувствую, где я выдавливаю, где я могу забирать, да, вот. Не развита сустав в плане подвижности, вот я прокручивать не могу на нужный объем для того, чтобы красивое движение смотрелось, не будет получаться, вот, к сожалению, или будет получаться в очень маленьком объеме. И у нас часто такая проблема, что долбит движение одно долго вот этими вот повторами в надежде, что улучшится техника. Но техника улучшаться не будет. Сколько бы вы в голове, поймите, не понимали, сколько бы в голове вы действительно не понимали, как осуществляется движение. Тело вам может дать это сделать, а может не дать это сделать. Все зависит от того, насколько оно развито. То есть вот параметры исходные у нас вот такие. И на таких исходных параметров
можно максимум выдать только такого объема. Если мы хотим большего объема, значит, мы должны увеличивать, да, параметры, условно говоря, оперативку свою, вот работу над оперативной памятью, там, расширять ее, увеличивать, чтобы больший объем получился на выходе. Это основополагающая штука, мы должны это понимать. Поэтому я вам очень рекомендую и советую заостряться не столько на технике и не только на технике, но большое внимание уделять себе, своему развитию телесному именно. Потому что от этого зависит, ну, как бы вот продуктивность освоения, опять же, да, от концентрации зависит продуктивность освоения, также от того, насколько нам тело позволяет делать, то есть от развития данных. Это еще одна ветка, которой мы должны заниматься в обязательном порядке, независимо от того, хотим мы этого или нет. Так, ну и третий параметр, о котором хочется поговорить, это осознанность. Да, то есть осознанное отношение к тому, что вы делаете, либо к тому, что вы воспринимаете. Сейчас будет такая вещь, она применительная, но для некоторых это может показаться, конечно, бредом, а для некоторых может это показаться сложным. И бредом это покажется именно потому, что это, ну, с одной стороны просто, а с другой стороны очень сложно. И думаешь, ну зачем на это терять время? Знаете, это из разряда дневников, когда мы там пишем, выгружаем, загружаем всякие разные мысли свои и тому подобные вещи. Я к чему? Часто бывает так, что разница между преподавателем и учеником в скорости и, ну, в принципе, да, как бы в том, что преподаватель говорит, а ученик молчит. Понимаете, вот когда мы проговариваем то, что мы делаем, у нас идет быстрее процесс усвоения, обучения. То есть я к чему? Сейчас поясню. На одном уровне могут быть и ученик, и преподаватель танцевальном. На одном. Если давать даже не так. Скажем так, вот есть две девушки. У них один танцевальный уровень. Ну, приблизительно, да? Один. Одна идет в фитнес-клуб, начинает преподавать. Вторая остается у педагога. Вот, скажем, они занимаются там у кого-то. Одна решила преподавать, вторая остается. И выходит так, что та, которая идет преподавать, через достаточно быстрое время растет. А та, которая остается в сегменте ученичества, ученика, она приблизительно сохраняется на том же уровне. Почему? Потому что та, которая преподает, она вынуждена объяснять движение. У меня девчонки есть, те, которые я в свое время, да и постоянно кого-нибудь, если честно, толкаю, давай, набирай группы, преподавай, ну, начинаю преподавать, потому что объяснение, оно абсолютно меняет голову, да, то есть это не то, что самой станцевать, объяснить нужно еще подумать об этом, разложить по полкам, то есть ты по-другому начинаешь относиться к этому движению. И здесь такая штука, что коли напрямую связь от вот это вот объяснение, исполнения зависит от проговаривания, от расставления, ну, на свои места, от ощущений вот этих вот, да, от вот проработки детальной каждого движения в отдельности. Нам для успешного освоения нужно делать это всем, так или иначе. Некоторые тренеры, которые соображались и говорят, объясните коту, объясните мужу, как это делать, да, то есть вот объяснишь сам, поймешь. Это действительно так. Но просто поверхностно объяснить это одно коту, допустим, вот я то-то, 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 а объяснить на уровне, вот как бы снимая рентген со своих ощущений, это совсем другое. Я к чему?
Прежде чем мы начнем с вами основной курс, я вас попрошу по списку основных движений, которые будут изучаться в курсе, мы пройдемся, вы пройдетесь именно с позиции их описания. И причем не мозгового описания. Вот я сижу и думаю, как же делается восьмерка. Поднимаю я бедро, там потом разворачиваю, опускаю бедро. То есть не вот это механическое объяснение, которое дают все тренеры, а внутреннее, более глубинное ощущение. Может быть так, что вы в процессе исполнения чувствуете что-то, что не чувствует другой человек. То есть у каждого восприятие движения будет немножко отличаться, так или иначе. Да, есть общие параметры, их никто не отменял, но тем не менее различия в восприятии, в описании так или иначе будут. И это мы берем с вами за основу. Вам будет прилагаться список. Вам будет прилагаться список движений, которые вы должны... Вам будет прилагаться список движений, которые вы должны будете описать. Но сделать и по горячим следам описать. То есть не просто сидеть и писать мемуары, да, что-то из головы, а именно описать свою телесность. Что, как у меня, где какие ощущения, где что поднимается, где что опускается. И это очень-очень важно. И лучше это сделать до того момента, как я начну вам объяснять. Объясняю я всегда подробно, именно так, как прошу прислушаться вас к себе и описать это. Почему? Потому что от подробности, от детальности зависит качество. Но это естественно. И мы сделаем с вами следующим образом. Вы запишите эти свои ощущения и то, как вы делаете движение в начале курса, до того, как вы будете проходить всю теоретическую базу основную, до того, как начнутся упражнения и объяснения, так. И потом я попрошу вас сделать в конце, после освоения курса, то же самое. И вы сравните, насколько у вас что-то изменилось в ощущениях, насколько у вас изменилось что-то в последовательности движений, да, в качестве движений, в самом исполнении. Если какие-то изменения, так сказать, вашего восприятия и того, что было дадено. И также попробуйте уяснить разницу. То есть, как делали вы и какой был эффект, как делаю я, какой эффект, и как стали вы делать и какой эффект. То есть возьмете и на 2 чашечки весов положите первоначальный свой вариант и конечный свой вариант, взвесите и поймете, что к чему. Да, то есть все за и против. Сможете все моменты, которые приобретенные, оценить и оценить разницу визуально и телесно. Поэтому я желаю вам удачи, дерзайте, ничего не бойтесь, я с вами, я всегда на связи, всегда вам помогу, подскажу, если есть какие-то вопросы или какие-то инсайты. Иногда бывает так, что хочется поделиться, вот что-то пришло прям посредине дня, хочется написать, вот берешь телефон, потом думаешь, да может ладно, не надо, фигню какую-то я там буду писать, кому это надо, да, это откладываешь, а вот оно все свербит, хочется поделиться, обязательно делитесь, это очень важно, нужно, полезно, ценно, интересно и приятно, возможно, это кому-то поможет продвинуться также, вот, поэтому пишите, обращайтесь с вопросами, с инсайтами, со всеми вот просто, да, возникающими мыслями, которые хочется протранслировать по поводу по поводу нашей темы.
А я буду рада. Так, все, чем смогу, помогу. Вас поддерживаю, держу за вас кулачки. Думаю, что вы самые прекрасные, самые трудолюбивые, самые талантливые, достойные лучшего результата, лучшие версии себя, просто самых классных исполнений. Поэтому думаю, что все у вас получится. Желаю вам удачи. До скорых встреч!